за 25 градусов. Но морозит врага, а нас бодрит и веселит. Это любой иностранец тут замерзнет сразу. А нам это удовольствие. Это наша жизнь. Хорош. Дед Мороз. Зима в средней полосе России приходит в конце октября. Тогда слякоть на полях и покрывается тонким слоем белого пуха. Первый снег ложится сначала легко, почти невесомо, и кажется, что это ненадолго. Так, для красоты. Но пройдет совсем немного, и белые мухи уже густым пушистым одеялом покроют необъятные просторы, укутают перелески и лесные полосы. И почти сразу на свободу вырывается ветер. Теперь он бьет в лицо хлестко, по-зимнему делая свое колючее дело. И уже через час в поле начинаешь верить, что мороз пришел в эти края надолго. А зима вторит за спиной, подвывает: я уже здесь, я рядом. Но жизнь с приходом холодов не останавливается. У природы на все есть свое решение. Нелегко зимой придется и птичьей стае. Для пернатых наступили трудные времена. Под снегом далеко не везде для них в изобилии есть пища и приют. Тетеревиное племя в крылатой стае место занимает особое. Эти птицы зимой строят себе жилище под снегом. Под пухлым и белым покрывалом они находят себе защиту от мороза, ветра и злого хищника, в том числе и от нашего брата-охотника. Вот их было не меньше 30. Ну и не в одном месте, они очень большую площадь заняли. Вот почему сейчас тяжело найти тетера. Он сбился в большие стаи, а ходить очень тяжело. И пока их вытопчешь. Потом поднимается далековато, потому что время уже после обеда. Если бы мы с утра рано набрели на эту группу тетеревов, то, конечно, мы бы стреляли хорошо. А сейчас они уже сидят неплотно, стало тепло. Он уже готовился, может быть, подняться на крыло, потому что время уже 1 час. Ясное дело, они близко нас просто не подпустили. И потом, когда вот это вот начинается, давай поскорее подбежим, а сидят в разных местах, а вот там поднялись. Ну, подход, мне, конечно, не совсем удачный был. Сидят они в своих лунках, не выдавая себя даже шорохом, дожидаясь солнечного лучика и удобного случая, когда можно вылететь на кормежку. Особенно долго это бывает в длинные метельные ночи в середине русской зимы. Начинать охоту на лунках лучше, когда выпадет достаточно снега. Достаточно для тетерева, чтобы он мог закопаться в него полностью. Охота зимой основана на привычке птиц ночевать и даже проводить часть дня под сугробом. Самое удачное время для добычи – это начало зимы. Снега на полях еще не так много, и ходить на лыжах легко. Поэтому за световой день можно пройти вдвое, а то и втрое больше, чем по глубокому снегу. В этот период тетеревов надо искать в заболоченных низинах, которые граничат с полями.
Здесь образуются снежные барханы, в них и лунятся тетерева. Они пытаются закопаться, но пока снег плотный или его мало, хорошо видны тетеревиные следы, так называемые наброды. Это и подстегивает азарт охотника. Птица где-то рядом. Она обязательно нашла подходящее место и уже в лунках. Зайчики набегали, это радует глаз. Но для нас это тоже отдельная проблема. Потому что если тетерева сидят под снегом, а заяц пробежит у них по головам, ясно, что эта стая улетит. И она уже залунится в самом неожиданном месте. Потому что ночь даже может посреди поля. Обычно-то они на краю леса лунятся. А иной раз смотришь лунки посреди поля. Лунки спасают эту птицу не только от мороза, но и от смертельного врага ястреба, тетеревятника. Если другой хищник, сокол, бьет тетерева только на лету, то этот способен взять добычу из ветки и даже с земли. А вот под снегом тетерева он не видит. При этом ястреб не пропускает и любую другую дичь. Он настоящий охотник, и заяц-зевака для него тоже лакомый кусок и добыча. Каждый норовит его обидеть, съесть. И лиса, и филин, и ястреб. Ну что поделаешь, маленькая трагедия. Вот здесь он его схватил, ястреб, и уже дальше ехал на его спине. А там он его добил и уже кушал его безо всяких помех. У зайца много врагов. В общем, перед тем, как преодолеть какое-то препятствие тяжелое, охотник должен обязательно разрядить ружье. Особенно это касается начинающих охотников. Потому что случайно можно, во-первых, самое первое, зачерпнуть стволами снег. А когда ты переберешься и будешь опять заряжать, ты стволы обязательно посмотришь. Некоторые про это забывают. И все-таки техника безопасности, потому что впереди идет человек, а на охоте может быть всякое. Желательно, конечно, ружье разрядить. Опа, осторожней. Вот оно. Вот и стволы со снегом. Да. Провалился О чем мы подлет. говорили? Вальных почти слетел. Фу. Фу. Я видел. Смотрю. Никак. В этом году морозов-то больших нет. Больше 25 и не было практически. А здесь водичка течет. Да, водичка течет. Внизу. Снег нападал, вот. И все. Опа. Тетеревиные стаи по образу жизни зимой держатся смешанными группами. Самки предпочитают обитать вместе с самцами. Причем птицы эти намного подвижнее глухарей, что, может быть, зависит от вида их пищи. Глухарь довольствуется хвоей, а в питательный рацион тетерева входят молодые почки берез. Это куда более питательные корма. Если сели тетерева и покормились на отдельной березе, то уже второй раз за зиму больше на этом дереве они не найдут себе излюбленного корма. Птицам приходится сниматься в перелет. Поэтому стаи тетеревов чаще меняют место и уходят на кормежку достаточно далеко от ночлега. Это она туда сколола, туда за гривой. Надо луниться будет. Потому что сейчас сидеть не будет. Ветер,
Тетерев по-быстрому почек нахватался, и скорее... Сверху вниз уже. Сверху вниз, да, по-моему, на кормежке были. Нас они подозрить не должны были, потому что это далековато. Там место хорошее. Надо проверять. Тетеревиные стаи зимой нередко насчитывают десятки птиц, а в местах, богатых кормом, численность их может доходить и до сотни пернатых. Такие группы довольно быстро поедают корм, и им приходится уходить дальше и дальше, иногда на несколько километров. А вот для отдыха по пути они предпочитают относительно небольшие поляны, вырубки, узкие полосы маховых болот, окруженные лесом, или совсем не густой лиственный лес с высоким и рыхлым снегом. Стая, прилетевшая на отдых, сразу рассыпается по поляне. Птицы зарываются в снег на расстоянии от 5 до 20 метров друг от друга. Точно группы разведки перед боем рассредотачиваются. Вот поэтому, когда спугнешь и начинается подъем, и вылет птицы, сразу жди целую стаю. Если повезло увидеть тетеревов на кормежке, или как они слетели вниз и сели на снег, лучше горячку не пороть. Не стоит. Птицы должны обсидеться в лунках. Надо выждать время, хотя бы полчаса, а потом уже подходить. Сухарики бегают. Вот это снег. Уж если нашел, поднял тетеревов, а еще и отстрелялся по высшему разряду без промаха, тогда даже слов нет. Захлебываешься от счастья. Вот это удача. Вот это охота. Это сколько трудов, какая интересная охота. Ну, очень трудоемко. Сколько мы? Нет, а потом, потому что лунок не видно. Мы вчера просидели целый день. Круга прошла. Но сидят тетерева в своих укрытиях, упорно и до последнего. Птица словно выжидает и уверена в своей безопасности. Бывалым охотникам не раз случалось наезжать лыжами на лунки с сидящей в них птицей. В этом случае тоже зевать нельзя. Свои же засмеют. А как же? С 2 шагов промазал. За день проходишь километров 10, не меньше. Просторы наши немалые, и поэтому домой вваливаешься мокрый и высунут язык. Это настоящая работа, и не для слабаков. На следующий день идем на другое место. Но там картина та же. Лунки вчерашние, тетеревов нет. И так может повторяться несколько дней. Но не идет фарт. Просто не везет, и все тут. А везение в нашем охотном деле значение имеет немалое. Вчерашнее. Сейчас тепло, и тетерев уже взлетает рано. Время сейчас 9 час, а они уже на крыле. Но все они никогда не вылетят, потому что вчера мы поднимали даже после 12 часов. Погода солнечная, тепло, а они сидят под снегом. Снег на своем полотне точно и безошибочно фиксирует движение каждого зверя или птицы.
И следы могут дать полную характеристику животного с расшифровкой его поведения, повадок, привычек и даже укажут места дневок или ночлегов. Дважды Тетерев никогда не ночует в одной лунке. У него каждый день новая лунка. Азбука такой снежной книги сложна и многообразна на первый взгляд. И порой кажется, что понять и запомнить ее почти невозможно. Но все не так. Все по плечу и подвластно человеку думающему и терпеливому. 17, эти знаки 18, нужно умело и 19, тщательно 20, изучать 21, и запоминать. 24, 25, 26, 27, 28 штук. Ну, может, 29. Хорошая стая. И как компактно. Ты чувствуешь, как компактно все? А? Да. То бывает там 3, там 5, а это 28 штук на таком пятачке. Ветром бы сдуло. Условия зимовки в тетеревинах в значительной степени зависят от природы снежного покрова. На первый взгляд его особенности кажутся незначительными, но в жизни птицы снежная шуба русских полей играет большую роль. В густом и замкнутом ельнике слой снега всегда меньше, чем на открытых полянах или в лиственном мелколесье. Поэтому и рыжие бестии леса в период глубоких снегов обходят поляны и такие места. Эта хитрая умница не желает тратить силы на борьбу с сугробами. Она пробирается по ельникам, там двигаться ей намного проще. А чуть только сумерки, Патрикеевна тут как тут. Хотя от тетерева она не откажется и не упустит, если почувствует птицу рядом. Обязательно насторожится и попробует прихватить зазевавшегося петуха. В живой природе все так. Кто кого. Тут, брат, не зевай. Когда сильный снегопад приходит рано, уже в октябре, птица скрывается под снегом и зарывается. Хотя градусник еще не показал и 5 мороза. А при черной тропе, без снега и в такой же мороз, тетерева ночуют, прячась в густой траве или на вырубках. Отсюда и вывод. Их снежные домики, так называемые лунки, в первую очередь защита пернатых от хищника, а уже потом от холода. Такие спальные норы тетеревов не бывают особенно глубокими. Так им легче взлетать. И это легко объясняется. Птица, хоть и имеет мозги куриные по своей природе, но инстинкт свое дело сделал. Он ей подсказал, что единственный способ выжить в это время – сделать ноги, то есть крылья, конечно. Вырваться из-под снега для этой птицы – это и есть шанс спастись. Здесь они. Тетерки одни. Тетерки, не бей, девок. Одного свалил он. Девок не стрелять. Спокойно. Мудрецы еще здесь. Постой секундочку. Самые мудрые. А что я его сейчас не стал стрелять, ты не знаешь? А я Игорек смотрю.
Смоляет. Ну вот это вот сейчас мне оставь, если будет. Руки трясутся. Затрясутся. Сразу вылетело сколько. О, вдубасился сюда. Бум. Господи. Мы, конечно, успели их подозрить, но кто же думал, что они прямо в кустах будут луниться. Ну, надо все предвидеть, конечно. А потом, когда резко поднялась сразу масса тетерок, руки опускаются, глаза разбежались, их же не будешь стрелять, надо еще выбрать цель. Ну, стреляли не зря, петушок взят, пусть он молодой, ну, хороший трофей. Держи. Красавчик, ах, красавчик, красавчик. Ну, бит он здорово, что там говорить. Крепкий набой. И понимаешь, в чем дело? Все-таки боезаряд патрон должен быть всегда хорошим, настоящим. Вот лучше, конечно, 36-граммовыми патронами стрелять зверобой. Патрон «Зверобой», производство СКМ «Индустрия», бывает с дробью номер 7, 5 или 3. Вес снаряда составляет 36 граммов. Его гильза характерного красного цвета длиной 7 сантиметров производится в Италии на оружейных заводах Фиоччи. При этом в патронах «Зверобой» используется полиэтиленовый пыш-контейнер модели Super G17, тоже сделанный в Италии. Вес пыжа составляет всего 2,2 грамма, а вот дробь из качественного отечественного сплава на основе сертифицированного свинца с добавлением сурьмы от 3 до 3,5%. Особое значение несет капсуль модели F616. Он тоже итальянского производства, фабрики Фиоччи. Вот эти патроны 36 грамм. Как-то надежнее, получше. Закрутка при этом стандартная типа звезда. И, конечно, проверенный временем и делом порох марки Сокол-Д. При этом вес порохового заряда в патронах всех выпускаемых номеров составляет чуть меньше 2 граммов, что и дает среднее значение скорости заряда в 390 метров в секунду. Это на 2,5 метра от дульного среза. Подобранные оптимальные сочетания в патронах «Зверобой» обеспечивают комфортный по отдаче выстрел, уверенное поражение дичи этими патронами на дистанциях, включая предельные, и безотказную работу полуавтоматических ружей любых моделей. Вот это сегодняшнее, это да. Кстати, много. Так что время после обеда они уже кормятся. Погода хорошая. Отсиживаться им нечего. Ну куда? Не видать. Это хорошо. Ты смотри, как рядом с деревней. Да. Да. Охотников все меньше и меньше. В морозную пору найти лунки тетеревов проще. Когда снега не бывает по несколько дней, они видны, как на ладони. Заметны даже издалека. Можно спокойно подойти, приготовиться к выстрелу и дальше остается не прозевать. Но надо запастись терпением. Чтобы к рассвету выйти к месту охоты, трогаться надо еще ночью. Но мороз в это время самый лютый. Да и возвращаться придется, изрядно припозднившись, когда термометр опять завалится глубоко под ноль.
Вон, смотри, парк идет, видишь? А когда сидели, не чувствовал, что холод какой-то, да? Выходили, прохладно. Только единственное, у тебя задняя память осталась, наверное, да? Говорят тебе, садись удобнее, садись удобнее. Вот смотришь и заново переживаешь все, понимаешь? Это охота, наша русская охота. А потом вот сейчас посмотришь, когда сам толк начнется, что это за птица, за тетерев. Это, не знаю, раньше считалось как царская охота. У них и цари охотились, и царицы. Такая красота. А потом, когда вот охотишься, допустим, осенью с собакой, там происходит все потяжка, стойка, взлет, выстрел. Нет такой возможности полюбоваться на птицу. А сейчас такая возможность есть. Ну, сам убедишься. Свет гаси. Скоро должны прилететь уже. Утро пришло и в наши края. Утро Нового года. Это месяц март, первый месяц весенней поры и начало пробуждения природы. И сколько бы ни капризничала зима, возвращая заморозки по ночам и покрывая ледовой коркой проталины, первое дыхание лета уже ощущается явно. Времена не остановишь. Синички чистым голоском заводят свою незатейливую песенку, а из-под тающего снега им вторят первые ручьи. Не замерз. Сейчас еще замерзнешь. Часа два посидим, и все хорошо будет. Родился легко. Но ничего. Кровь молодая, горячая. Нормально все. Красиво понаблюдать за ними. Такое дня, что увидишь где. Устраивайся удобнее. Потому что сидеть придется долго. Сейчас еще можно шевелиться, когда прилетят, уже надо будет сидеть тихо-тихо. Первый, который прилетит петух, это будет таковик. И ни в коем случае нельзя стрелять. Потому что не только из-за того, что таковика нельзя убивать, а, во-первых, темно. И расстояние точно не определишь, и как тетерев стоит, и где он там. Обязательно дождаться рассвета. А потом сама возможность полюбоваться толком. Это когда это в жизни еще удается. Некоторые, конечно, горячатся, им надо скорее стрелять. Но это неправильно. В эти дни, словно разминаясь после зимней отсидки, тетерева выходят на свои, пока первые и робкие весенние игры. Сначала тетерев такует вполголоса, вкрадчиво и совсем недолго, пока это бормочут старики.
взрослые и опытные самцы. А годовалая молодежь лишь прислушивается к песням старых косачей. Вот некоторые охотники, они как делают? Они даже от шалаша отчитывают 25 шагов и втыкают вешку. Вешку там, чтобы определиться насчет расстояния. Потому что в сумерках это очень обманчиво. Ну, желательно, конечно, дождаться и полюбоваться. Вот это будет дело. Но чем дальше весна вступает в свои права, тем азартнее и увереннее звучит вся стая. Вешки-то они нужны для чего? Чтобы определить расстояние наверняка. Какое расстояние? И ближе он или дальше тетерев. Но если он на уровне вешек, значит, он уже в пределах выстрела. Видишь ли, в чем дело? Сейчас ранняя весна, и сейчас тетерев в настоящем полном зимнем оперении. У него очень тугое перо. И лучше стрелять его, конечно, третьим номером дроби, не выше. Патроны мощные, 36 грамм дроби в них, они отлично себя ведут. Самое главное то, что не стрелять ему в хвост, не стрелять ему в грудь, стрелять в бок и хорошо прицелиться. Здесь только написано у них, что они фиотчи. А на самом деле, вот у них только гильза сама и капсуль фиотчи, а порох наш, сокол, и дробь наша. Все как положено. Это десятилетиями порох проводит сокол. Мальчишкой был, а уже этим порохом отец у меня заряжал патроны. Настоящий же тетеревиный толк начнется, когда с полей и лугов сойдет снег, а по оврагам зазвенят ручьи. Теперь тетерева уже слетают на землю и собираются в местах, которые помнят еще с прошлых своих соберушек. Таковища служат птицам многие годы. Птицы собираются на озимых полях, опушках леса, моховых болотах или просто на полянах. Чаще тетерева атакуют в одиночку или мелкими группами, но в глухих местах порой можно встретить така, где собирается до 30 петухов и более. Тетерев – типичный полигам. Эта птица достигает половой зрелости уже на первом году жизни. И держатся они всегда стаями. Среди лесного массива бывают такие, так, но они, как правило, не бывают крупные, там несколько петухов. Ну, вот его найти, конечно, будет сложнее. А вот такие полевые, такая, его ясно и видно. Вот это самые крупные, что мы нашли только. Потому что там, и вон там ну, по 3, по 4 петуха. А вот здесь уже более-менее так, штук 12 там должно быть петухов. Место тока можно определить по звуку, который доносится на расстоянии даже 3 километров. Определив центр тока, подходить лучше после того, как в этот день птицы разлетятся. Это будет часов после 10, не раньше. Вот тогда и начинаем строить шалаш. В этот раз решили попробовать легкий переносной скрадо. Он проверен в разных условиях и хорошо себя зарекомендовал. Говорят, и птица его не боится. При постройке шалаша надо особенно тщательно закрывать нижнюю часть. Атакующие на земле косачи легко могут обнаружить охотника снизу. Зачем они нам? Мы с ними не дружим. Дружба. Дружба, Русь.
стенках шалаша делаются замаскированные бойницы для наблюдения за толпом и стрельбы по птице. Внутри шалаш оборудуется так, чтобы охотнику было удобно сидеть в течение нескольких часов подряд и не шевелиться. Некоторые даже устанавливают вертикальную с небольшим наклоном толстую жерть, на которую удобно опереться спиной. Любой шалаш лучше укрывать местным материалом и не выделяться на окружающем фоне. Время у нас есть, только не один. Стрелять можно на все 4 стороны. Что хорошо, низ закрыт полностью. Вот чем очень удобна эта палатка. А на саму охоту идем на утренней заре, задолго до рассвета. Дорогу при этом надо знать и хорошо запомнить, чтобы в темноте не ходить по таковищу и не пугать птицу. А если уж опоздал, лучше не горячиться и в этот раз уйти без шума, чтобы не портить себе охоту на завтра. В общем, ружье новое. Надо посмотреть, как оно бьет. Дробинки мы считать не будем. Вот у нас приблизительно, вот такой вот у нас тетер приблизительно. Более нам не надо. Вот такого размера тетер приблизительно, да? Все, нам больше ничего не надо. Ружье старейшей итальянской оружейной компании Сабатти. Иди, держи. 12-го калибра. Предназначено для спортинга и охоты. Попробуем. Вот такое ружье. Длина патронников 76 мм. Максимально допустимое давление в каналах стволов 1370 кг на квадратный сантиметр. Так. Длина стволов 710 мм. 5 сменных чоков. Запирание стволов подствольным крюком. Вес 3250 граммов. О, смотри, расстояние 35 шагов. 35 шагов – это отличное расстояние. Что там говорить-то? Ну, ближе-то мы шалашей не стреляем никогда, потому что это расшибешь, во-первых, и на чучело он не пойдет. Зачем нам надо? Ну, я считаю, что прекрасно. Давай ты. Давай, быстрее, пока не улетел. Второй. Все. Ты пыжом его убил. Пыжом. Так, о. Фу, класс.
Тетерев – одна из самых любимых птиц охотников. Эти косачи – ладно скроенные сильные птицы с клювом и ногами небольшой длины, покрытыми оперением не только до пальцев, но и между ними. Хвост тетерева состоит из 18 роскошной красоты перьев. Длина тела самцов достигает 60 сантиметров, а размах крыльев бывает до 1 метра. При этом вес косачей тянет до килограмма и больше. Здесь, посреди тока, старики в основном. Видишь, их немного, 4-5 лет. Но их мало доживает до такого возраста. У тетеревов большой естественный отход. Хищников много. А подальше это такие 3-летки, 2-летки. Старики их не пускают на середину тока. Потому что тетерки, они стараются собраться на селедку. Любая самка из зверя и птицы, она выбирает самого сильного самца, чтобы потомство было сильное. Кровь была самая сильная. Которые на периферии, вот эти тетерева, они мало имеют возможности спариться.
А вот эти вот все самки их, стариков вот этих вот. Вот ходит красавец один. Более сильные петухи гоняют более слабых, в смысле более молодых. У них у каждого на таку свое место определенное, застолбленное. Потом никого туда не допускает. Это его место. Как на вид определить, сколько петуху лет? А как определить возраст? У старика, у него лира более такая загнутая, и перья на лире более длинные, а у молодого покороче. Отличается она визуально. Чем мощнее лира, тем, значит, старше петух. Но здесь они все одинаковые, они 4-летки, 5, середина только, потому что молодого-то не получится у нас побахнуть, а молодой нам и не нужен. Схватились. Давай. Ты отползи маленько вон туда подальше, потому что стволы не должны нависать. Это твой. Далеко высовывать нельзя. В бок. Больше дед. Молодец, чисто взял. Они здесь не пуганые. Здесь нет такого блеса охотничьего. Они сейчас успокоятся. Все будет нормально. И также будут дальше атаковать. Все не разлетелись, выходить не надо из шалаша. Выстрел — это звук. Они не понимают, пугаются, но они не видят опасности. А человек — это для них реальная угроза. И если они увидят, что здесь человек болтается, потом они могут больше и завтра не прилететь, и послезавтра.
Сейчас они скоро разлетятся уже. Посидим еще. Ну, отлично, они пойдут именно на чучело. Мои бровки какие. Вот именно сейчас вот они самые лучшие чучела из весеннего тетера, потому что вот таких бровей ты не увидишь. Зимой нет у него. У него зимой малюсенькие. Ну, как тебе впечатление? Незабываемо, конечно. Я бы каждый день ходил бы, если бы можно было. Каждый день нельзя, каждый день. Весна. Тут даже не знаешь, что интереснее, сам процесс охоты или наблюдать вот именно за птицами, за природой, за всем этим. Ну, а это и есть сама охота. Теперь пойдем только осенью. С чучелами. Ты ходил с чучелами? Нет. Бог даст, доживем и осенью сходим. Прекрасная охота. Thank you.